Добрый день, уважаемые пользователи. 27 июня, пятница, и мы рады, что вы снова смотрите нашу трансляцию в рамках совместного проекта единого портала Самрук-Казана и информационного агентства BNews. Как всегда, по традиции, у нас сегодня эксклюзивная запись интервью. И в гостях у нас главный директор по управлению человеческими ресурсами акционерного общества Фонд национального благосостояния Самрук-Казана Дэниэл Крюсберг. В ходе онлайн-конференции мы узнаем, какие предстоят изменения в сфере управления человеческими ресурсами в фонде, поговорим о роли HR и о планах на ближайшее будущее. Добрый день. Предлагаю перейти к вопросам. Итак, первый вопрос связан с тем, что в текущем году фонд Самрук-Казана решил привлечь ряд иностранных специалистов для топ-менеджмента холдинга и для его национальных компаний. В чем суть этой инициативы? The first question will be about that the fund decided during this year to attract some foreign specialists for the top management of the fund and subsidiary companies. And what is the essence of this idea? Yeah, indeed, it's correct that the fund had decided to bring in a couple of foreign experts. There are a couple of reasons. Это правда то, что фонд решил привлечь иностранных специалистов для работы фонда и дочерних компаний. Есть ряд причин на это. The main reason is obviously that the fund wants to make sure that they can contribute highly in materializing the vision of the president, which is basically making sure that Kazakhstan becomes one of the top 30 economically developed countries within the 30 years period of time. Первая причина – это стратегия президента Республики Казахстан по достижению цели, чтобы Казахстан вошел в топ-30 самых развитых стран мира. Вот по этому поводу, по этой причине является первая причина. So basically, it's very important because that is actually the target. Okay. So that's our vision, and that's the president's vision, of course, where we want to contribute. Now, how do the foreign experts fit in there? Again, two elements. First element is that what the fund wants to do, they want to bring in, within the fund and national companies, they want to bring in exposure to best international practices. Это в первую очередь видение президента страны, то, что привлекаются иностранные специалисты. Во-первых, это причина, почему иностранные специалисты привлекаются, это для использования самых лучших мировых практик. Okay, so it's important to understand when we talk about bringing in best international practices that we are not talking about copy-pasting best practices coming out of other countries or coming out of multinationals. Но здесь очень важная вещь, которую необходимо понимать, это не нужно копировать и повторять за другими странами. Yeah. What we're talking about is about exposing our talents, our people here in Kazakhstan, to a multitude of different ways of looking at business issues. Это основная цель является это обучить местных наших людей с разных аспектов смотреть на ведение бизнеса. То есть иностранные специалисты будут привозить свой самый лучший опыт, адаптировать его в Казахстане с учетом наших реалий и обучать руководителей наших компаний. Yeah, exactly. I mean, it's an important point, which is actually my second point, is that foreign experts should not only bring in best international practices. The second thing they have to do is basically coach the local talent, and there's abundant talent within Kazakhstan. There's nothing to say about that. But the whole idea is about accelerating their development, unlocking their potentials. And so it is crucial that foreign experts are not only technical experts, but that they are people coachers, the people developers. That's key. Иностранные эксперты привлекаются, но здесь суть состоит не только в том, чтобы они пришли, показали свои лучшие навыки и опыт, а также чтобы они могли обучить наших местных специалистов и талантов и развить их навыки ведения бизнеса. What is also important to understand is that based on my explanation, that people have to be aware that this is a temporary situation. I mean, the idea is not to keep foreign experts here for the coming decades. That is not the target. The target is to unlock the potential, accelerate the readiness
of the local talents so that they can take over the jobs of these foreign experts. So we're talking about the temporary approach. Очень важно понимать, что привлечение иностранных специалистов это как бы временно, это они на время. Мы не можем здесь в Казахстане их держать на 10, на 20 лет. Они приезжают, как бы передают свои навыки, как бы обучают местных людей и раскрывают местный потенциал. Я хочу напомнить, уважаемые пользователи, что одновременно нашу трансляцию сейчас смотрят как пользователи портала BNews, так и пользователи единого ресурса внутри корпоративной сети Самрук-Казана. И мы говорим об управлении человеческими ресурсами в фонде Самрук-Казана. Следующий вопрос заключается в том, какую культуру вы хотите развить в фонде и его дочерних компаниях? То есть какая у вас в глобальном смысле миссия перед вами стоит? What culture you want to be found in the fund and in subsidiary companies? Yeah, so that's the $100 billion question. What culture do we need? Because that is the key question. What culture do we need in order to realize the vision of the president and to guarantee the socio-economic future also of Kazakhstan also in the coming decades? That is the key question. Очень важный вопрос, так как нам необходимо понять, какая культура нам необходима для того, чтобы развивалась экономика нашей страны, как бы в чем потребность, какой культуры. Yeah. So obviously, we only need to change culture if we cannot do it with the present behaviors and attitudes, realizing that vision. Как бы для достижения видения президента, для достижения цели, как бы если есть такая потребность изменить культуру, то мы должны к этому прийти. Now, our assessment is that life or change is a constant element in life. I mean, change happens in our private lives, and it also happens in obviously business life. Когда мы говорим о переменах, изменениях, это как бы это такой постоянный процесс, который происходит как в нашей профессиональной жизни, так и в личной жизни каждого. Without change, no progress. Без изменения нет прогресса. And obviously, we all want to progress for our own future, but also the future of our children. So, coming back, what culture do we need? Как бы изменения, да, это очень важно, как бы для будущего развития. Но если вернемся к вопросу о культуре, какую культуру мы хотим внедрить? Now, first of all, I mean, we need an open-minded culture. Во-первых, нам нужна как бы культура открытости, да, чтобы люди были открыты. We need to open ourselves up to the best practices all over the world. Нам необходимо быть открытыми, чтобы как бы принимать лучшую практику мировую. And based on that, Kazakhstan has to choose their own best practices. И на основании лучшей практики, лучшего мирового опыта Казахстан должен выбрать именно свой, как бы свой. What we want to have clearly as organization, we want to become a world-class, agile commercial organization. Что мы хотим как фонд добиться, чего мы хотим достичь, это как бы стать мировым лидером. That's what the fund and its affiliates will have to become. И это как бы то, к чему стремится фонд, а также его дочерние компании. Not because we like it, but because we want to realize the vision. Не потому, что мы этого хотим, но для того, чтобы достичь видения. Как бы. And it will require from every single individual personal change. Это, соответственно, потребует от каждого человека, от каждой личности некоторых изменений. It will require change in attitudes and behaviors from leadership, mid-management, all population within the organization. Потребует изменений с точки зрения руководства, поведения от каждого человека в организации. It will require commitment from every individual to focus and to basically sustain self-development. От каждого человека потребует как бы поддержку личного саморазвития. It will be a long journey. Это будет очень длинный путь. And change is not an easy thing. И изменение это нелегко дается. Change is very uncomfortable for everyone. Изменение как бы не всегда комфортно для всех. But like I said, it's a fact of life. Но это как бы факт жизни. And we will support all people in order to help them throughout this journey. И мы будем поддерживать наших людей как бы на протяжении этого пути. So we very much look forward to an exciting future on this level. И как бы мы ожидаем, что будущее будет очень как бы яркое.
Дэниел, вы озвучили очень важную идею и мысль о том, что изменения затронут людей же в первую очередь, и мало кто хочет меняться, мало кто сознательно готов к трансформации и быть в соответствии с теми требованиями времени, которые сейчас есть. И вот все-таки я немного отойду от тех вопросов, которые я озвучивала до начала конференции. Я хочу узнать, а вот движущей силой что станет для этих изменений? Как будем стимулировать людей к совершенствованию, к изменениям? Yeah, look, first of all, the driver of change is like I already abundantly repeated is the vision of the president. And I cannot repeat it enough, because you have to have a purpose, a goal. And we have that purpose, we have that goal, and we hope that everybody will share it, because, you know, it's an exciting and compelling vision and goal. So that's the first thing. We need to make sure that people understand why we are doing it, okay? Because people need to understand that we are trying to do our utmost in order to guarantee the socio-economic progress and the future of themselves and their children. Как я уже сказал, как бы, и я могу несколько раз также повторить, во-первых, это видение как бы нашего будущего, нашей стабильной экономики, это то, к чему мы стремимся для того, чтобы обеспечить как бы светлое будущее для нас, для наших детей. Это является движущей силой для изменений. And basically we want to talk about change already, proactively, before change happens on us. So we're starting to talk about it, we're starting to live towards it, now that we still have time to do it in a let's say, in a well-managed and, in a well-managed methodology, being able to try to convince everybody, to explain, to bring strategic clarity, because that's the way to do it. Because if you wait too long and you don't have the opportunity to basically involve everybody, to clearly explain, to get the commitment, to have clear communication, to develop the culture, and also to develop your leadership, then you are in big problem. Because many companies change only because when there is a sudden event, when there's a big problem, and then they start cutting costs, they start cutting people, laying people off. We want to be proactive, and we want to start changing on time, and we want our change to become part of our DNA. Мы хотим, чтобы изменения как бы происходили на постоянной основе, не так, что у нас как бы что-то случается и мы принимаем решение измениться, как обычно происходит во многих компаниях. Изменения как бы рассматриваются компаниями только тогда, когда у них выявляются некоторые проблемы, там им нужно сократить расходы, допустим, либо новую продукцию разработать. Вот мы хотим сделать так, чтобы изменение стало частью ДНК нашей компании. Если правильно вас поняла, то с компанией останутся самые амбициозные, сильные, способные, эффективные сотрудники. Те, кто не захотят поддержать миссию и цели компании, они, само собой, разумеется, уйдут сами, но хочется узнать, есть ли какие-то запланированные сокращения персонала в фонде, то есть вы как-то планируете сокращать численность сотрудников? Given the ambitious plans that we have and the challenging targets, there are absolutely within the fund no plans in order to lay off people in the near future. Как бы учитывая наш план развития для будущего, пока как бы нет в планах сокращения людей. However, what has to be clear to everyone, что каждый человек должен понимать, and which is a general truth for all companies, и что как бы тоже актуально для всех компаний. All of our people, including myself, including the leadership, we all have to basically develop our competencies, our skills, our knowledge. Что должен понимать каждый человек в компании, в организации, начиная от простого сотрудника до как бы руководителей, это то, что мы должны развиваться. Мы должны развивать свои компетенции, свои навыки. So more than ever, self-development will be a key factor going forward. Ключевой фактор будет саморазвитие.
And there's where we ask commitment of our people, as we ask commitment of ourselves. И это как бы тот аспект, где мы просим, чтобы люди как бы нас поддерживали, и мы сами тоже будем это поддерживать. We will accelerate the build-up of self-development tools. Мы будем развивать инструменты, которые будут способствовать саморазвитию людей. We will support all our people in order to develop the new capabilities that will be needed for the future. Мы будем поддерживать людей для того, чтобы они могли разрабатывать компетенции, которые им необходимы будут. But it will require also personal effort from their side. Конечно, как бы от каждого человека потребуется тоже вклад и как бы усилия. Мы слышали сейчас довольно-таки четкие критерии к тем людям, которые работают в структуре фонда и его дочерних компаниях. Тем не менее, я смею задать вопрос, который, может быть, не озвучивают в официальных интервью, но такое мнение, убеждение, оно существует, оно имеет место, и некоторые люди считают, что для того, чтобы работать в фонде Самруха Казана, в его дочерних компаниях, гораздо важнее иметь какие-то знакомства, связи, то есть что туда можно попасть по договоренности какой-то, не совсем, может быть, правильно. А что вы думаете по этому поводу? Look, you know, I get extremely upset and emotional when I hear these things. Честно скажу, что я очень был расстроен, когда услышал как бы про данные. Not because I deny them. Это не от того, что я это опровергаю. I don't know what happened in the past. Я не знаю, что в прошлом было. You know, I'm 2.5 months in the fund. I am in the middle of very enthusiastic, competent people. Я 2,5 месяца как работаю в фонде, и я могу сказать, что меня окружают очень как бы энергичные, любящие свою работу люди. And so far it's a real pleasure. И как бы до настоящего момента это удовольствие для меня. Having said that, Но также должен отметить, что integrity is a key competency and a core requirement for every individual and for every company going forward. равенство и справедливость это является очень как бы важным элементом для каждого человека в любой организации. We cannot compromise on integrity. Мы как бы не можем как бы недооценивать важность этого фактора. Hence, if mistakes have been made in the past and are being presently made, they need to be corrected as soon as possible. Если ошибки случались в прошлом и даже в настоящее время случаются, мы должны принимать все меры для того, чтобы исправлять эти ошибки. In human resources processes, I'm making sure that these risks are minimized or close to zero. В своей работе как бы я пытаюсь минимизировать данные риски и привести их к нулю. I mean, we're doing tests on people, Мы проводим тесты, on тестирование candidates. для кандидатов. We have interviews, obviously. Мы проводим собеседования. And we're really trying to make sure that our processes are watertight. Мы как бы пытаемся достичь того, чтобы бизнес-процессы были как бы на нужном уровне. But I'm not naive. Но я не наивный человек. But we'll going forward, we'll do our utmost to get rid of this. Ну, конечно же, мы пойдем дальше, и мы сделаем все возможное, чтобы как бы данного восприятия у людей не было. Дэниэл, хотел бы уточнить, мы говорим о тех мерах отбора, вот именно когда человек претендует на работу в структуре компании нашей, а вот когда уже сотрудник в штате, когда он работает, какая-то система контроля и вот тестирования, отслеживания его компетенций, подтверждения его компетенций существует, или намерены ли мы внедрять такую систему? Yeah. Look, basically at this moment we are revising or looking at how we can further optimize our HR processes. Сейчас на данный момент мы работаем над тем, что как мы можем оптимизировать наши бизнес-процессы. And that goes from the process of recruitment, like I mentioned already. Это начинается с приема сотрудников. But it's also how we basically develop people. Но это также касается, как мы будем развивать наших сотрудников, How we assess people, как мы их оцениваем, how we train people, как мы их обучаем, how we discover talent, также как мы выявляем таланты, how we assess them and accelerate their development. как мы их оцениваем и выявляем их как бы лучшие качества. So we have already relatively sophisticated approaches, but we are going to further upgrade them.
У нас есть уже имеющиеся как бы оценочные системы, но мы в будущем, дальнейшем планируем их еще как бы качество улучшить. So, okay, if the question is about detecting needs, what people need for training and development, I mean, on new tools, and people will visualize the tools, let's say, in the coming 6 months, I think people will be excited about what they will see. В ближайшие 6 месяцев как бы мы будем разрабатывать инструменты, которые будут помогать определять компетенции, навыки, также потребности сотрудников, в чем их потребности по обучению и по развитию. But Rome is not built in one day. Ну, как известно, Рим за один день не строился. And Samruk has already a very strong history. У Самрука есть очень сильная история. We will make sure that the future will even be brighter than it is now. И мы сделаем все возможное для того, чтобы будущее у Самрука как бы было еще ярче, чем. Also on the people development front. Также это касается развития людей. That's why I'm excited to be here. И поэтому я очень как бы счастлива здесь находиться. Благодарю. Уважаемые пользователи, я хочу напомнить, что у вас еще есть возможность оставить свой вопрос на едином портале. Если мы успеем во время трансляции его озвучить, то вы получите ответ. Если же время не позволит нам этого сделать, то вы получите ответ в письменном виде на едином портале Самрук-Казана. Я хотела бы задать вопрос более общий, потому что мы немного углубились к системам отбора, качества, контроля за персоналом. Я хотела бы спросить у вас, если мы посмотрим на международный опыт в области управления персоналом, каковы основные потребности развития HR вот именно в Казахстане? На ваш взгляд, хотелось бы услышать ваши экспертные. Yeah. Okay, maybe I might sound a little bit simplistic, but too much focus up to now has been made on personnel administration. Возможно, прозвучит очень просто, но как бы я бы сейчас обсудил вопрос администрирования персонала. Okay, so I think what we need to do, and I don't want to generalize because obviously there are pockets in whole Kazakhstan where there's high-level HR being done. И как бы в Казахстане ведется очень такая работа по именно улучшению процессов HR. But I do not believe that the target of the HR contribution is personnel administration. Но я не думаю, что необходимо как бы целью ставить именно администрирование персонала. And if I look to Kazakhstan, I think the key contribution that HR can and must bring going forward. Я думаю, что в Казахстане, если мы посмотрим, как бы куда именно необходимо вкладывать и что нужно развивать, is that we develop, that we detect talent, that we develop all the people as to make sure that we have the right people at the right place at the right time. Это необходимость выявления талантов, именно развития этих данных талантов для того, чтобы они были в нужное время и в нужном месте, как бы. That includes detecting, developing the future leaders of socio-economic Kazakhstan. Что включает в себя выявление талантов, их развитие для будущего благополучия экономики Казахстана. So personally, I'm convinced that in the near future, I hope that in all companies in Kazakhstan, HR will get a place on the strategic management table. В будущем, что бы я хотел, как бы на что я надеюсь, это то, что HR в Казахстане стал, как бы рассматривался на стратегическом уровне. But it's not a seat that you get for free. Но это как бы не место, которое вы просто так получаете. You have to earn it. Необходимо заработать это. And on that level, I think obviously, and I hope I will be able to contribute at least a little bit towards that, is that I think within the HR function there are some things that we need to develop. И как бы по этому вопросу я думаю, что есть вещи, которые я могу от себя как бы внести, свой вклад, и как бы есть вещи, которые нам необходимо развивать. For example, to all HR professionals, I would say, focus on your business understanding. К примеру, я бы сказал всем профессионалам, которые работают именно по управлению человеческими ресурсами, чтобы они фокусировались на понимании бизнеса. Talk business language and focus on long-term strategies. Чтобы они говорили на языке бизнеса и фокусировались на долгосрочном стратегическом видении. And if you really do so, you will get credibility to sit around the management table. И если как бы у вас все эти качества будут, то у вас будет способность как бы сидеть за стратегическим столом, да? I think that's the essence on going forward also for the HR function in Kazakhstan. But like I said, I mean, I see so much talent, okay?
But on the other hand, there is so much talent also being blocked. It needs to be unlocked, and for that for that the HR function is really, really crucial. We need to unlock it, and that means we need to accelerate management effectiveness. Я вижу как бы таланты в Казахстане, да, в организации, но эти таланты необходимо раскрыть, как бы развернуть, потому что они как бы более закрыты. Для этого что нам необходимо сделать? And we need to improve the structure of companies, the processes that we use in order to make sure that talent can grow and people can develop. Нам необходимо совершенствовать структуру управления для того, чтобы люди могли развиваться. Yeah. Мы затронули такие очень важные аспекты, как прозрачный отбор претендентов на трудоустройство, на работу с сотрудниками, на обучение тех, кто работает с сотрудниками, то есть это HR. Если говорить о сроках, вы говорите о том, что будет внедрена новая структура. В течение какого времени вы планируете это внедрить вместе с вашими коллегами? Yeah, look, it's like I said, it's a journey. That means we talk about incremental change. Как я уже упоминала, это как бы изменение, это путешествие. Нам необходимы очень крупные изменения. So we are not talking about change like, we will change on the 1st of January 2017, we will push a button and things will change. That's not how it works. Мы здесь не говорим о том, что вот, допустим, к примеру, 1 января 2017 года мы возьмем и поменяемся, нажмем на какую-то кнопку. Нет, это не так. Yeah, so there's progressive strategic clarity. И должна быть ясность стратегическая. There is progressive improvement of processes. Прогрессивное совершенствование процессов должно быть. Structures will slowly and gradually change. Структуры должны как бы медленно, но верно меняться. And the same thing will be with the capabilities of people. We will build up people. We will give people the opportunity to gain those new skills and competencies. So it, like I said, it's a journey. То же самое касается и навыков, и компетенций людей. Они как бы медленно, но как бы верно должны меняться, и как бы мы к этому будем стремиться. Тем не менее, хотелось бы услышать, какие есть ожидания, может быть, там через год увидеть результат вы хотите, в течение 3 лет, потому что будут затрачиваться значительные силы, интеллектуальные ресурсы на обучение людей, и мы, наверное, ожидаем какой-то результат увидеть через определенное время. То есть, может быть, хотя бы по годам, если это не точно, но по годам. The expected results. Yeah, look, let me focus on 4 points on that level, okay? Because if I look to change, then there are basically 4 clusters which I think have a big impact. 4 как бы аспекта здесь я бы хотела рассмотреть, которые имеют влияние. The first one is leadership. Первое это руководство, лидерство. Without inspirational leadership, it's very difficult to change. Без вдохновляющего руководства как бы речи об изменениях не может быть. Because people look to their management, how serious are they, how much are they willing to change themselves. Потому что как бы люди ориентируются в основном на руководство, они смотрят, насколько мотивировано руководство и как бы в соответствии ведут себя как бы так же. So and there I already see enormous excitement amongst the senior management within the fund. Здесь в фонде я как бы вижу как бы такое среди руководства, что они действительно очень как бы увлечены. So I'm pretty confident that over the coming time they will show the right example. И я уверен, что в предстоящем, как бы в ближайшем будущем руководство покажет очень хороший пример для своих сотрудников. The second one is capabilities. Vторое это способности. So if you talk about the next year, year and a half. We will indeed make as transparent as possible to people what they can expect and skills, knowledge that they will need in the future. We will help them with that. По поводу вот навыков мы как бы сделаем все возможное, чтобы у людей были эти навыки, эти способности для. So with that I mean assessing it and then bringing the training and development opportunities in place in order to accelerate their development. Здесь я говорю об оценке как бы навыков и компетенций, а также о развитии.
Number 3 is culture. We discussed a little bit culture, so we have to change. Третье – это культура. Like I said, if you want to change culture, you need to change everything. You need to change people in the sense of attitudes and behaviors, but not only from employees. You need it from mid-management. You need it from the top leaders. As a fund, we need it from the government, our only shareholder. We need it from our suppliers. Basically, we need it from our independent directors. Change will be needed from everybody. Культура, как бы третий аспект. Здесь, если мы говорим об изменениях, мы говорим об изменении культуры, и от кого это требуется, изменение культуры от всех, буквально начиная от простого сотрудника, мы руководство среднего звена, как бы заканчивая правительством и как бы нашим единственным акционером. And last but not least, the fourth element that is incredibly important when you change is communication. Последнее, как бы, но не менее важное, это коммуникации. Most of all, being transparent, чтобы все было прозрачно, bringing strategic clarity, чтобы была стратегическая ясность, communicate not only top-down, коммуницировать не только сверху вниз, but the best form of communication is listening. Но самый как бы лучший подход к коммуницированию – это слушать. And also there, we're starting to develop some strategies and some approaches, and also there I am very confident that people will see a positive change in the near future. Здесь мы работаем, разрабатываем стратегии, как бы некоторые подходы, и я уверен, что в ближайшем будущем люди это увидят уже. Благодарю. Это был завершающий вопрос. It was the final last question. Thank you very much. Благодарю вас от лица наших пользователей за то, что вы нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. In behalf of our audience, that you found time and came. Thank you, it was a pleasure. Уважаемые пользователи, напоминаем, что сегодня у нас в гостях был главный директор по управлению человеческими ресурсами акционерного общества Фонд национального благосостояния Самрук Казана Дэниэл Крюсберг. Сегодняшняя конференция проведена в рамках совместного проекта единого портала Самрук Казана и информационного агентства BNews. Следите за нашими анонсами. Всего доброго и до свидания.